У бедной кошки по имени Маша практически не было ни малейшего шанса догнать хотя бы одну из проезжающих мимо машин. Ее тонкие, изящные лапки явно устали от постоянной беготни вдоль оживленной дороги, и казалось, что даже глаза, эти большие, выразительные глаза, полные надежды и мольбы, уже не выдерживают этого напряжения и усталости. Несколько часов подряд она отчаянно пыталась привлечь внимание водителей, выбегала все ближе к тротуару, садилась аккуратно у самой обочины, поднимая свой взгляд и смотря прямо в лобовые стекла, словно умоляя остановиться, послушать и помочь. Но каждый проезжавший автомобиль лишь прибавлял газу, будто водители торопились скрыться, убежать от самой мысли о том, чтобы остановиться, подойти и ощутить ответственность. Машка не испытывала злобы или обиды. Ей просто не до этого было. У нее не было времени думать о себе. Она оставила тщетные попытки и тихо вернулась к своему обычному месту — небольшой картонной коробке, прижатой к холодной бетонной стене дома, где, свернувшись в теплый комочек, спокойно спали ее крохотные котята. Их было 5, настолько маленьких и хрупких, что каждое дуновение ветерка казалось им вызовом. А еще они еще неуверенно дышали, пушистые клубочки жизни, каждый из которых остро нуждался в материнской защите, тепле, молоке и нежности больше, чем в ярких лучах солнца. Маша не могла позволить себе роскошь задумываться о чем-то еще, кроме своих малышей. Все, что имело значение в этот момент — их безопасность и здоровье. Ее задача — оберегать их от холодного ветра, колебаний прохожих, злобных собак, от резких звуков и от сырости, что с каждым днем все больше разрушало хлипкий приют. Картонная коробка, служившая всем укрытием для семьи, быстро приходила в негодность. Она промокала во время дождей, стены размокали, и в одном из углов уже заползала мертвая плесень, напоминая о безысходности положения. Но большинство прохожих, казалось, либо не замечать эту беду, либо сознательно делать вид, что проходят мимо, их жизнь была занята своими заботами и делами. Кто-то торопился с работы, кто-то смотрел мимо с легким сочувствием, но никто почти не останавливался. Изредка попадались добрые души. Несколько раз кто-то приносил кошке кусочек сосиски или маленький обрывок курицы, купленный в ближайшем магазине. Поступки редкие и скромные, но от них Машка принимала с тихой благодарностью. В ее мягком взгляде и легком кивке головы осталась теплая признательность. Она не надеялась, но и не могла отказаться от такого проявления внимания и заботы. И вот однажды случилось настоящее чудо. Появился человек, который не просто взглянул и ушел, не просто бросил корм, а по-настоящему заметил Машу и ее маленькую семью. Он увидел правду, что старая коробка вот-вот развалится под дождем, что котята уже стали едва теплыми, что мужественная мать из последних сил старается согреть их телом и любовью. На следующий день этот человек, которого звали Алексей, вернулся, но уже не с пустыми руками, а с самодельным домиком. Домик был прост, сколочен из старых досок, грубоват и неровен, но зато прочен и надежен. Алексей положил на пол свежее сено, чтобы в новом жилье было уютно и сухо. Машка поначалу не сразу решилась войти, осторожно нюхала каждый уголок и слушала незнакомый запах человеческой заботы, и когда почувствовала, что здесь может быть безопасно, аккуратно перенесла в домик одного за другим своих котят. С этого дня ее жизнь стала меняться. Вместе с Алексеем приходила и его жена Елена. Они оба стали регулярно навещать семью, приносить для Маши и ее малышей сухой и влажный корм, чистую воду, теплое молоко и даже лечебные витамины, чтобы поддержать слабое здоровье. Но важнее всего, они разговаривали с ней. С нежностью, с добротой, как с дорогим ребенком. Машка слушала тихо, моргала ласково
и все больше привыкала к присутствию людей. Уже не сторонясь, она постепенно раскрепощалась и позволяла к себе приближаться. Котята росли очень быстро. Из невнятных клубочков они превратились в игривых, шустрых малышей, которые начали вылезать из домика, гоняться за соломинками, забавно тянуть друг друга за хвосты и заплетать свои хвостики в дружеские узлы. Алексей и Елена снимали эти моменты на фотографии и видео, радостно публикуя посты в социальных сетях, рассказывая всем о том, какие обворожительные малыши выросли у них во дворе и как они ждут свой новый дом. И случилось чудо. Постепенно, один за другим, котята начали покидать родной двор и находить любящих хозяев. Машка с тревогой и одновременно с тихой гордостью наблюдала, как ее дети уезжают в новые семьи, но материнская интуиция подсказывала: именно этим людям можно доверять. Она скучала по ним, но знала, им будет хорошо, там их любят и заботятся. Но в самый неожиданный момент, когда возле будки остался лишь один котенок, на пороге появилась еще одна картонная коробка. Внутри 3 совершенно чужих, но таких же беззащитных малышей. Кто-то подбросил их тихой ночью, надеясь, что Маша не отвернет их и не оставит на произвол судьбы. И Маша действительно не отвернулась. Словно инстинкт подсказывал: все эти крошечные существа заслуживают любви и защиты. Она приняла их как собственных, вылизывала, кормила и согревала, не жалела ни сил, ни души. Алексей и Елена были тронуты до глубины души. «Вот она, настоящая мать», — говорила Елена, гладя Машку по голове и слезно улыбаясь. Снова началась забота. Снова публикации и рассказы для добрых людей, готовых принять и полюбить новых пушистых друзей, нуждающихся в доме и тепле. Прошло еще несколько недель. Все котята, включая тех, что появились в коробке позже, нашли семьи и благополучно устроились в новых домах. Осталась только одна — сама Маша. Вопрос о ее судьбе стоял остро и не дает покоя хозяевам. Оставлять на улице нельзя, приюты переполнены, и не всем там рады. А в доме уже жил старый кот, поэтому они боялись, что новенькая не найдет с ним общий язык. Тем не менее, однажды, в особенно холодный зимний день, Маша посмотрела на Елену таким взглядом. Большим, теплым и тихим, словно спросила: «Можно мне остаться с вами?» И ответ был положительным. Ее взяли в дом, подарили новую жизнь и надежду. Сначала ей было тяжело. Не потому, что условия были плохими, напротив, мягкий лежак, теплое молоко, забота и ласка создавали самый настоящий уют. Но в ее зорких глазах все равно читалась тоска и неутолимая грусть. Она скучала по своим малышам, по тому шумному дворику, где когда-то бегали эти крохотные создания. Часто она лежала у окна, смотрела вдаль, словно вспоминая те счастливые моменты. Она почти не мяукала и не играла, не реагировала на любимые игрушки, лишь принимала еду и время от времени сонно перебирала лапами во сне, будто пытаясь найти рядом знакомую коготочку или нежный носик. Елена каждый вечер разговаривала с ней. Рассказывала, что ее малыши в безопасности, что теперь и у самой Маши есть надежный дом и любящие хозяева. Алексей гладил Машку по шерстке, ставил миску с лакомством рядом и уговаривал поверить в добро и людей. Часто она смотрела им в глаза, пристально, словно выискивая обман, но не находила его. И постепенно верила, снова становилась собой, живой и мягкой, домашней кошкой. Постепенно Машка преодолела робость. Сначала осторожно подошла к подоконнику и тихо помурлыкала, потом ползала к ногам Елены и забиралась на колени. А однажды утром разбудила хозяйку, мягко тыкнув носом в щеку, знак того, что теперь она дома, навсегда. Теперь Маша — полноправный член семьи. Она следует за своими хозяевами повсюду — на кухню, ванную,
спальню, встречает гостей и решительно подходит, чтобы их понюхать, и, если человек ей по душе, дала себя погладить. Она не злопамятна, не боится, но у нее осталась одна привычка. Каждую весну она обращает внимание на звуки за окном, внимательно прислушивается. Если где-то кругом раздаются тихие писки котят, она замирает, мягко моргает и внимательно слушает, словно вспоминая те времена, когда и сама была такой же маленькой. Елена знает точно. В этой небольшой кошке живет огромное, доброе и сильное сердце. История Маши — яркий пример того, что даже у самой одинокой и уставшей души есть шанс найти дом, любовь и покой. Пусть сначала все кажется невозможным, пусть люди проходят мимо, а жизнь порой справедлива лишь для избранных, всегда найдется тот самый человек, который не отворачивается, не боится, а протягивает руку помощи. Тот, кто построит домик из старых досок, принесет еду и скажет: «Пойдем домой». Если вы встретите бездомное животное, не проходите мимо. Возможно, именно оно — ваша Маша, которая ждет, чтобы поверить в добрых людей. Дорогие зрители, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии и делиться историями добра. До новых встреч!